Просто, дешево и очень вкусно. Для начала нам нужно взять сотейник и выложить гречку, 1 стакан. Я ее уже заранее хорошо промыла. Заливаем водой в пропорции 1 к 2 и отправляем вариться до готовности, не помешивая. А пока займемся картофелем. Нужны 2 среднего размера. Берем фольгу, выкладываем картофель, аккуратно заворачиваем и отправляем запекаться в духовку до готовности при температуре 200 градусов. Сковородку ставим на огонь, добавляем немного масла и выкладываем мелко порезанный лук. Лучше всего брать белый. Будет намного вкуснее и ароматнее. Нам его нужно потушить на среднем огне, чтобы он стал полупрозрачным. А пока все готовится, на мелкой терке измельчаем морковь. Не забываем про лук. Его нужно периодически перемешивать, чтобы он не подгорел. Сильно поджаривать его не нужно. Через 15-20 минут гречка уже готова. Она должна получиться рассыпчатой и неразваренной. Для этого ее нужно готовить на маленьком огне после закипания воды и не перемешивать. Берем измельчитель или блендер, выкладываем немного остывшую гречку и приготовленный лук. Если чаша блендера у вас небольшая, лучше разделить все это на 2 части. Нам нужно хорошенько все измельчить до состояния пюре. Перекладываем теперь измельченную массу в большую емкость. Вот такой консистенции нужно, чтобы все получилось. Такой как бы фарш или гречневое пюре. Картофель тем временем уже тоже приготовился. В емкость к гречневому фаршу высыпаем измельченную морковь. Немного зелени для аромата, у меня это укроп. И сюда же измельчаем на крупной терке остывший картофель. Это будет очень вкусно. Это определенно стоит попробовать. Разбиваем теперь 1 яйцо и добавляем соль и любимые специи. Все хорошенько теперь перемешиваем до однородного состояния. И осталось сформировать из фарша котлетки. Столовой ложкой набираем необходимое количество и несколькими движениями делаем наши заготовки. Руки смачивать не обязательно. Фарш не сильно прилипает и работать с ним очень легко и удобно. Выкладываем будущие котлеты на доску. Их, кстати, можно заморозить, а при необходимости достать и быстренько приготовить. Получается довольно-таки их много. Теперь ставим сковородку на огонь, наливаем масло и даем ей немного нагреться. Еще нам нужны панировочные сухарики, желательно мелкого помола. Заготовки обваливаем с каждой стороны хорошо в панировке, чтобы все края были закрыты. И теперь отправляем наши котлетки на огонь. Сковородка должна быть хорошо нагрета. Жарим буквально по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне до образования румяной корочки. На тарелку выкладываем бумажную салфетку и отправляем на нее готовые котлетки. Это нужно для того, чтобы убрать лишний жир. Сверху тоже немного промакиваем. И все готово. Ароматные, сочные, пышные и такие вкусные котлетки готовы. Вы будете приятно удивлены, когда попробуете их. Вкуснятина словами не передать. Готовится все очень просто и из доступных продуктов. А теперь давайте приготовим вкуснейший завтрак всего за 10 минут. Как всегда, все будет очень быстро и просто. Нам понадобится картофель. Всего 2 штучки. Очищаем от кожицы и натираем на крупной терке. Теперь берем глубокую емкость, ставим сито и выкладываем натертый картофель в сито. Добавляем соль и даем немного постоять, чтобы стекла лишняя жидкость. А пока подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится пара сосисок. Очищаем их от пленки и делаем вот такие вот надрезы, как показано на видео. Это нужно для того, чтобы сосиска лучше и быстрее прожарилась. Еще один важный ингредиент – это яйца. Нужно 2 штуки. Разбиваем в небольшую емкость и хорошо вилкой взбиваем таким образом, чтобы белок и желток смешались между собой. Теперь на разгоряченную сковородку, смазанную растительным маслом, выкладываем сосиски и обжариваем хорошо со всех сторон до появления румяной корочки. Очень аппетитно получается. Готовые румяные сосиски убираем со сковороды. Наливаем немного растительного масла. Натертый картофель немного отжимаем и выкладываем на сковороду тонким слоем, равномерно распределяя по всей поверхности. Должна получиться вот такая вот картофельная лепешка. Сверху ложкой выливаем взбитые яйца, примерно половину от общего объема. Жарить нужно на небольшом огне.
Сверху на картофельную лепешку выкладываем ломтики сыра и уже румяную сосиску. Аккуратно лопаткой сворачиваем лепешку, чтобы получился вот такой вот рулетик. По сути, у нас получился хот-дог без грамма муки. Хрустящая картофельная корочка, аппетитная румяная сосиска и нежный расплавленный сыр. По-моему, это отличный завтрак и шикарное начало дня. А вы что скажете? А сейчас давайте приготовим просто идеальный, как по мне, гарнир к любому блюду. Картошечка получается вкуснее, чем в знаменитом Макдональдсе. Один простой секрет, и вы точно больше не будете готовить по-другому. Очищенный картофель порежем на дольки. Для рецепта желательно выбирать продолговатые овощи примерно одного размера. Так блюдо будет лучше смотреться и приготовиться равномерно. С этой же целью старайтесь нарезать картошку на одинаковые кусочки. Пересыпаем дольки картофеля в глубокую посуду. Соль по вкусу и любимые специи для картофеля. Как правило, это набор пряностей, в которые входит молотая паприка, немного карри и сушеные травы. И теперь главный секретный ингредиент – это панировочные сухари. Высыпаем прямо в картофель. Именно сухарики сделают картошку действительно вкусной и такой хрустящей. Добавляем теперь растительное масло и хорошо все перемешиваем, чтобы и специи, и сухарики равномерно распределились. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем картофель равномерно в один слой. Отправляем картошку в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Если картофель мягкий, с румяной корочкой, его можно доставать из духовки. Вкуснейшую золотистую картошечку с хрустящей корочкой подавайте как закуску или гарнир с любимым соусом. А сейчас приготовим вкуснейшее блюдо из самых доступных продуктов. И, конечно же, начнем с картофеля. Нам понадобится 6-7 средних картофелин. Хорошо помоем их и выкладываем в кастрюлю. Будем отваривать картофель в мундире. Заливаем картофель водой, добавляем немного соли и отправляем на огонь минут на 20-30. Будем варить до мягкости картофеля. А пока подготовим корейскую морковь. Можно сделать ее самостоятельно, а можно купить уже готовую. Я всегда готовлю корейскую морковь сама. У меня на канале есть секрет приготовления моркови по-корейски. Многие из вас уже готовят по этому рецепту и очень довольны. А кто пропустил, ссылочку я обязательно оставлю под видео. Зайдите и посмотрите. Картофель уже готов, поэтому очищаем его от кожицы и нарезаем на небольшие кубики. Примерно так должно получиться. Высыпаем теперь нарезанный картофель в глубокий салатник. Туда же высыпаем морковь по-корейски и консервированный зеленый горошек. Посмотрите, как ярко и аппетитно уже получилось. Но это еще не все. Теперь подготовим заправку. Для этого мелко нарежем несколько веточек укропа. Можно использовать и петрушку, если больше любите ее. Высыпаем нарезанный укроп в небольшой салатник. Теперь берем 3-4 зубчика чеснока и мелко-мелко измельчаем при помощи ножа. Можно воспользоваться специальным прессом, но мне всегда удобнее делать это именно ножом. Нарезанный чеснок высыпаем в емкость с укропом. Добавляем соль по вкусу и пару столовых ложек растительного масла. У меня оливковое, с ним на мой вкус получается вкуснее всего. Хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Теперь добавляем заправку к остальным ингредиентам и хорошо все перемешиваем. Вот и все. Наш салат готов. Легкий аромат зелени и овощей непременно вызовет у вас потрясающий аппетит. Поверьте, удержаться и не отведать этот картофельный салат просто нереально. Настолько он вкусен и гармоничен. Этот необыкновенно вкусный салат при всей своей простоте не оставит вас равнодушными, вот я вас уверяю. Легко готовится и моментально исчезает с тарелок. Запросто может заменить полноценный ужин. Доступный, сытный и очень ароматный. И, наконец, приготовим просто идеальный гарнир для праздничного стола. Настолько вкусно, что никогда не остается, и все просят добавки. Любимый картофель в действительно праздничной подаче.
Итак, картофель нужно очистить, помыть и нарезать на кружочки толщиной примерно полсантиметра. Можно использовать специальную терку, но у меня такой нет, поэтому использую нож. Получается тоже неплохо. Нарезанный картофель я отправляю в емкость с холодной чистой водой. Посмотрите, какие ломтики у меня получились. Теперь нарежем чеснок. Именно он придает невероятный вкус блюду, но вы не подумайте, это не совсем привычный вкус чеснока. Он добавляет пряность блюду без характерного вкуса. Дно и бока формы нужно смазать небольшим количеством растительного масла. Теперь выкладываем ломтики картофеля вот таким вот образом, как показано на видео. Важно, чтобы ломтики были выложены внахлёст. Теперь на слой картофеля выкладываем часть нарезанного чеснока. Солим по вкусу и посыпаем любимыми специями для картофеля. Сверху присыпаем мукой, на один слой примерно 1 столовая ложка муки. Удобно это делать с помощью сита. Теперь выкладываем следующий слой картофеля, тоже внахлёст. Добавляем чеснок, соль, специи и, конечно же, муку. Всего у меня получилось 3 слоя картофеля. На самый верхний слой, помимо чеснока, соли и специй, я выкладываю еще несколько кусочков сливочного масла, которые я предварительно нарезала. Заливаем теперь картофель нежирными сливками или молоком, но тогда с высоким процентом жирности. Отправляем будущую запеканку в разогретую духовку и выпекаем около часа при температуре 180 градусов. Как только картофель станет мягким, а верх зарумянится, можно вынимать. Нежные, тонкие ломтики картофеля в сливочном соусе придутся по вкусу абсолютно всем. Как вам такие рецепты с обыкновенным картофелем? Что скажете? Какой из них вам понравился больше всего? С нетерпением жду вас в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.